«Прощай, невинность», Меган Фокс, Анджелина Джоли, Эштон Катчер, Бритни Спирс и другие звезды. О потере девственности со всеми это было в первый раз, и все помнит, как и с кем это было. Звезды тоже иногда делятся своими историями о том, как расстались с девственностью. И надо сказать, далеко не все знаменитости могут похвастаться положительным опытом. Меган Фокс: в моей жизни было немало не лучшего сексуального опыта, но в первый раз все было иначе. Я была влюблена, и все прошло хорошо. Эштон Катчер: мне было 15. Это случилось на природе, с девушкой, с которой меня только что познакомил друг. Все длилось, наверное, секунды 2, и это было очень нелепо. 2 года спустя я снова занялся с ней сексом, чтобы показать, что я могу лучше. Анджелина Джоли: я начала заниматься сексом с моим бойфрендом, но мне показалось мало этих эмоций. Желая стать еще ближе, я взяла нож и порезала его, а он меня. Мы были вымазаны кровью друг друга. Мое сердце бешено стучало. Анджелине было 14 лет. Примечание редакторов. Ким Кардашьян: мне было 15, когда я захотела впервые заняться сексом, и я сказала об этом маме. Она сказала: «Окей, тогда нам нужно подобрать тебе средства контрацепции». Она была очень открыта и честна со мной. Маколей Калкин: мне было около 15 лет. В этом не было ничего отвратительного, мы планировали это. Я только подумал: ощущения странные, правильно ли я все делаю? Бритни Спирс: это случилось спустя 2 года после начала наших с Джастином Тимберлейком. Примечание редакторов. Отношений. Я думала, он тот, кто мне нужен, моя единственная любовь. Но я ошиблась. Хлоя Кардашьян: у меня был негативный опыт. Мне было 14, и я встречалась с 18-летним парнем. Сейчас это кажется мне отвратительным, но тогда я считала, что это круто. По сути, я занялась сексом по принуждению. Я не была готова, едва ли вообще знала собственное тело. Мне казалось, если я откажусь, это будет провал и парень больше не захочет со мной общаться. После этого я 3 года не занималась сексом, потому что мне было некомфортно. Только потом я поняла, что совершила ошибку, согласившись с ним переспать. Даниэл Рэдклифф: я один из немногих людей, у которых остались приятные воспоминания от первого раза. Я хорошо знал эту девушку. Это не самый лучший секс в моей жизни, но все не было так ужасно, как бывает у многих людей, например, у моего друга, который напился и потерял девственность с незнакомкой под мостом.
Ленодан М. Я не говорила парню, что я девственница, просто сказала, что мало занималась этим раньше. Было немного больнее, чем я думала. Парень сильно нервничал. Кроме того, в самый неподходящий момент в комнату вошла моя лучшая подруга Одри и не придумала ничего лучше, чем крикнуть «Мазл, товарищ!». НСЛ горд, мне было 14, и я понятия не имел, что нужно делать, как и она. Я даже не задумался о нормальном освещении. И это единственное, что я бы изменил. Освещение было слишком ярким, даже флуоресцентным. Шайа LaBeouf, по какой-то причине я решил изображать из себя опытного мужчину и не сказал девушке, что я девственник. Это было так: не переживай, детка, сейчас все сделаю. А сам трясусь от страха. Я в первый раз в жизни был голым при девушке, при свете, не прикрываясь. Помню, как подложил под нее подушку, потому что видел это в порно. Получился такой неудобный угол наклона, который чуть все не испортил. Я не какой-то секс-гигант, и это была дурацкая идея. Селин Дион. Это случилось в Дублине, в незабываемый день 30 апреля 1988 года, вечер Евровидения, в котором 20-летняя певица участвовала от Швейцарии. Примечание редакторов. Он, продюсер Селин Рене Анжелил, ставший впоследствии ее мужем. Рим. Ред пришел в мою комнату. Я сидела на кровати, очень счастливая от того, что осталась наедине с мужчиной, которого люблю. И у меня уже был четкий план. Джессика Альба, у меня не было серьезных отношений до 18 лет, в этом возрасте я встретила своего бывшего жениха Майкла Уэзерли. Когда мы начали встречаться, я была девственницей. Я всегда хотела впервые заняться сексом именно с тем, кого полюблю, потому что у всех моих знакомых первый опыт был просто жутким. Поэтому мне хотелось быть уверенной, что этот человек в меня влюбленный не бросит меня, как только все случится. Дуэйн Джонсон, это произошло в парке. Внезапно нас осветил фонарь, и мы услышали голос полицейского: «Мэм, вы в порядке? Подойдите к машине». Она одевается, идет к полицейской машине, и ее спрашивают: «На вас что, напали?» Она отвечает: «Нет, это мой парень». В общем, это был кошмар, смеется. Некоторые истории о первом сексе прекрасны, моя – нет. Брук Шилдс, думаю, если бы я раньше научилась любить свою внешность, я бы потеряла девственность намного раньше. Это произошло, когда мне было 22 года. Публичность, давление, все это заставляло меня быть неуверенной в себе. Кроме того, у меня были комплексы по поводу веса. Кит Харингтон. Все произошло, как у многих подростков, на вечеринке. Возможно,
Я был еще слишком молод. Но нам с той девушкой просто захотелось этого. Фото getTimex.ru